Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я готовлю вкуснейший, ароматнейший яблочный пирог размером с противень, который готовится очень-очень быстро и также быстро съедается. Требуются для него самые простые ингредиенты, и справиться с его приготовлением, я думаю, даже новичок, человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Вот такая нежнейшая воздушная структура получается у теста. Яблок здесь будет очень много. На размер 30 на 40 противень я буду брать целый килограмм яблок. Здесь украшать я его буду миндальными лепестками. Все это подробно я сейчас расскажу в данном видео. Итак, килограмм яблок я взяла, таких кисло-сладких, с кислинкой яблоки. Я их полностью очистила от серединок и сняла с них кожицу. Вы же можете кожицу оставить, если она у вас такая тоненькая. И кубиками я режу такими не менее 1,5 сантиметров. 250 грамм размягченного сливочного масла у меня здесь. 5 яиц среднего размера по 50 грамм. Здесь у меня 3 пакетика ванильного сахара и 100 грамм миндальных лепестков. Это для украшения уже. Это я сейчас все покажу, как это я буду делать. 200 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара в само тесто. Также у меня здесь 15 грамм разрыхлителя и щепотка соли. И 375 грамм просеянной пшеничной муки. Противень 30 на 40 сантиметров я уже застелила бумагой для выпечки. И также духовку я разогреваю уже на 180 градусов Цельсия. Буду выпекать при режиме без конвекции вверх-вниз полчаса. Сначала я взбиваю масло до пышности. Оно должно побелеть, это где-то минуты 3 я это буду взбивать. Можете 2 минуты повзбивать, но чуть-чуть взбить нужно. Видите, побелело масло, нежнейшая будет структура у теста. Теперь в 2 порции я ввожу туда сахарную пудру и ванильный сахар. И также прорабатываю все это миксером. Масса должна хорошо соединиться. Выпекается он полчаса на среднем уровне, этот пирог. И духовку лучше не открывать при этом. Выпекаться он будет до золотистой корочки. И потому что проверить, там очень много яблок, проверить будет очень трудно его, потому что яблоки, они дают сок до золотистой корочки. И вот эта серединка у пирога, она сначала приподнимается немножко, и когда полностью он станет таким плоским, уже видно будет, что он уже готов. Здесь не ошибетесь. Все, взбилось у меня масло с сахарной пудрой. Теперь по одному яйцу я добавляю уже в масляную смесь и прорабатываю каждое яйцо где-то хотя бы по полминуты. Это все очень быстро также делается. Вместе сразу все яйца вводить не нужно, иначе может произойти именно отслоение масла. Масляная смесь у меня готова уже. Я беру теперь большую посуду. Обязательно это нужно сделать, потому что килограмм яблок, он требует просто больше места. Также я ввожу разрыхлитель с солью в муку и перемешаю сейчас все это до однородности просто обычным венчиком. Мука у меня уже просеяна, 375 грамм пшеничной муки. Я всегда взбиваю, во всяком случае стараюсь это делать, масляную смесь вот именно в такой емкости для взбивания, и сливки также, и белковый крем люблю взбивать там. Все взбиваю вот именно, чтобы быстрее это происходило. Муку я просто перемешиваю, ничего я здесь не взбиваю. Хорошо ввожу мука, здесь разрыхлитель и соль у меня. Просто до однородности уже перемешиваю. Тесто такое будет густоватое поначалу на вид. Это нормально. Видите, оно такое не жидкое. Вот такое оно должно быть, это тесто. Теперь я беру все яблоки и просто туда их высыпаю, в это тесто. Их нужно сейчас смешать силиконовой лопаткой, нам нужно будет. Если нет у вас силиконовой лопаткой, просто большой ложкой можно это замешивать. Видите, такое густоватое тесто, но яблоки, удивительно, они мгновенно дают сок. И тесто будет очень пластичным сейчас, буквально через пару секунд.
И уже когда я все их туда вмешаю, уже тесто будет очень податливым и пластичным, благодаря тому, что яблоки сразу же выделили сок. Перемешиваю все это до однородности. Духовка уже разогрета полностью на 180 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции, и на среднем уровне выпекаем ровно полчаса. В моей духовке, по вашим духовкам смотрите, но я думаю, что примерно одна и та же температура, плюс-минус 5 минут. Такой пирог печется очень быстро, беспроблемно, и накормите всю семью, и даже угостите всех своих близких. Видите, такая глянцевая масса получится, очень приятный на вид даже в невыпеченном виде. Распределяю просто по всему противню, также силиконовой лопаткой. Если нет лопатки, можете просто ножом это сделать. Вот так до ровности я это распределяю, потому что я сейчас буду наносить уже, ну, скажем так, украшение, если так можно это выразиться, да, в пироге. Сейчас я беру просто ванильный сахар в пакетике, как он у меня и есть. От производителя продается, я никуда его не пересыпаю. Визуально делю противень на 3 части, потому что у меня 3 пакетика ванильного сахара, это немного. Кому много, не сыпьте столько. Но я уже сколько раз его пеку, этот пирог, очень именно это подходящее количество. И просто рассыпаю аккуратно эти 8 грамм у меня здесь в каждом пакетике ванильного сахара. И распределяю вот именно по всему противню. Вы можете просто взять ванильный сахар и не украшать это миндальными лепестками. Я же украшу миндальными лепестками. Вы можете, если у вас не продаются такие лепестки, у нас в Германии продаются абсолютно в каждом магазине. 100 грамм здесь у меня вот на такой противень, 30 на 40 сантиметров. Вы можете просто порубить миндаль ножом, порезать. Либо же взять грецкие орехи, тоже вкусно, и очень вкусно с фундуком. Также его порубить просто ножом. Фундук я очень люблю тоже все с фундуком, и также часто делаю с фундуком. Но как бы такой оригинальный рецепт именно изначально идет с миндальными лепестками у этого пирога. Поэтому можете попробовать именно с миндалем, как он. Можете вообще никакие орехи не брать, просто с сахарной пудрой, потом посыпать его, либо же вот с ванильным сахаром, как я это и показываю. Убираем в духовку. Полчаса у меня прошло. Вот такой вот идеальный, ровный получается пирог. Очень неприхотливый. Быстро можно его нарезать сразу. Аромат стоит просто необыкновенный, когда вот он печется, когда он выпекся. Сейчас хотя бы пару минут я дам ему остыть, для того, чтобы мне достать уже сам этот пласт из формы. Вот так вот я ее слегка наклоняю и просто вытягиваю за бумагу для выпечки. Он у меня еще теплый, но еще теплым он нарезается. Там очень много яблок. Аккуратно я его просто оттуда вынимаю, потому что он еще по сути горячий у меня. Но хочу вам показать уже в горячем виде, как вот он разрезается ровно. Конечно, холодным, остывшим он нарезается вообще просто идеально. Видите, как много там яблок у меня? Вы можете просто даже не очищать их от кожицы. Вот такая нежная воздушная структура получается у теста. Миндальные лепестки, они очень сильно дополняют вкус. Вот здесь он у меня уже полностью остыл. Вот так он хорошо разламывается. Видите? Яблоки, они буквально растворяются в тесте. Вот такое донышко получается. Абсолютно не пригоревшее. Очень-очень ровное. И вот такая структура получается у пирога. Воздушная, нежная, видно даже здесь на съемке, то, что действительно он буквально тает во рту, по-другому я сказать не могу. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.